Дамы и господа, всех приветствую на своем канале, и сегодня у нас обзор самодельного ленточно-пильного станка. Так что заварите что-нибудь повкусней, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Данный станок изготавливал мой отец. Мы с отцом решили в том году посвятить 1 месяц изготовлению станков. Соответственно, я занимался ЧПУ станком, а отец занимался ленточно-пильным станком. Кстати, на канале уже есть 2 видео обзора ЧПУ станка. Можете после этого видео перейти и посмотреть. Мой отец о таком станке мечтал очень давно. И первая и основная задача была сделать максимальную пропускную способность. Как по ширине, и так по высоте. Что в итоге и получилось. Данный станок используем не только для пиления каких-либо щитов или каких-либо заготовок, а также используем как пилораму. И первые дни его существования было пропущено здесь, точнее распилено на нем 2 куба небольших бревен длиной где-то по метру, по 1,20 м. Станок очень хорошо с этим справился и, соответственно, у нас как и пилорамы. Ну а теперь давайте пробежимся по размерам. И по размерам у нас получается ширина станка 160 сантиметров. Глубина станка 110 сантиметров. Так как замеряли сейчас стол, давайте замерим и ширину стола. Ширина стола получается 117 сантиметров. Высота от пола до стола 86 сантиметров. Высота самого станка, если вот эта штука приподнята до конца, 2,20. Если опущена, то где-то 180, в районе 180. Теперь размеры пропускной способности. Ширина получается 85 миллиметров. И высота 44 сантиметра. Получаются такие размеры. Теперь вы можете представить, насколько здоровый вот этот станок. И сейчас я возьму камеру и познакомимся с этим станком поближе. Начнем со стола. Данный стол сделан из фанеры. Изначально мы хотели приобрести ламинированную черную фанеру, но поштучно заказать нигде нельзя, а привозят только в неком количестве или когда заказов наберутся. А нам ждать некогда, и мы приобрели просто обычную фанеру. Купили 2 фанеры, одну 18-ю, другую 12-ю, и склеили их между собой. Все это дело клеили на ЧПУ станке, там как раз уже рабочая поверхность вся отфрезерованная, вся ровная, и стол склеился ровно. Основание стола сделано из профильной трубы 40 на 40, где-то 60 на 40. Вот таким образом все это дело сварено. И на этот стол уже на основание крепится стол из фанеры. Здесь в углу располагается кнопка включения-выключения станка. Очень удобно так в углу подошел, включил и начинаешь работать. Или, например, заготовку положил большую, дотянулся, включил и все. Погнал работать. Стол покрашен морилкой и в несколько слоев лака. Лаком покрывались со всех сторон, чтобы данный стол гидроизолировать. Стол еще будет дорабатываться. Здесь осталось приклеить линейку разметочную. Также вот в этом месте профрезеровать паз для вставышей. Один вставыш будет для прямого реза, а другой вставыш это уже для реза под наклоном. Так как стол имеет возможность наклоняться. Этот наклон осуществляется снизу. Здесь вот такой винт. Его ослабеваем и можем уже поднимать стол и выставлять нужный угол. Конечно, сейчас я этого делать не буду, так как там никаких вставышей нету, а ленточную пилу ломать не хочется. Наклон стола осуществляется за счет 2 петель. Петли располагаются вот здесь. Вот раз петля здоровая и вот вторая. Они тут приварены, ну, к этой пластине. Пластина вот это крепится. Крепится уже к станине, к основанию. Со столом пока закончили, находимся рядом с двигателем. Хочу вам рассказать про двигатель. Двигатель мощностью 2,2 киловатта. Приобретался двигатель новый. Он, в принципе, идет
как для компрессора. Но вот мы его решили установить на вот этот станок. Двигатель удобен тем, что для него не нужны никакие пусковые кнопки. Можно обычные кнопки купить, просто для пуска. А вся система пусковая, она установлена в двигателе. Двигатель, в принципе, справляется с работой, от перегрузок не отключается. Вращение осуществляется через ременную передачу вот на этот шкив. Данный шкив сделан из фанеры. Делался он под 2 ремня, но в итоге используется 1 ремень. Вот этот шкив крепится на фланец. Вот он, фланец, выточенный на токарном станке. И этот фланец уже крепится на вал. Данный вал выходит на другую сторону, где уже крепится колесо для ленточной пилы. Тоже таким же образом сделан. Здесь у нас фланец. И к фланцу прикручивается уже само колесо. Здесь у нас располагается успокоитель. Сделан по пару подшипников с боков. И один подшипник упорный. Все это дело регулируется, настраивается, поджимается. Все это дело продумано. Сама станина. Сама станина, или точнее как основание, все сварено из обрезков, которые были у нас. И весь станок передвигается на 4 колесах. С одной стороны неповоротные колеса, а вот с другой стороны уже поворотные колеса. И также они имеют и тормоз. Точнее как, фиксатор. Перебираемся дальше. Не рассказал про направляющую. Направляющую отец сделал высокую. Также он хочет сделать одну направляющую пониже. В основном эта направляющая будет служить для распиливания щитов вдоль. Сделана эта направляющая достаточно просто. Вот ручка зажимная. Она сделана в виде эксцентрика. Вот у нас ось, которая передвигается. И на эту ось цепляется вот эта пластина с отверстием. И вот эта пластина идет на ту сторону. И с той стороны уже находится прижимной механизм. Вот этот сам прижимной механизм. Здесь еще резиночка наклеена, чтобы не скользило все это дело. Та пластина идет где-то до сюда. И здесь приварен болт. И здесь уже гаечка одевается. Вот такая, короче, направляющая получается. Также сделан успокоитель сверху. Тоже, как и снизу, по бокам. 2 подшипника с одной стороны, с другой стороны. И 2 подшипника упорных. Конечно, здесь можно и один было бы сделать. Ну, сделали 2. Тоже все это дело регулируется, настраивается, подстраивается под каждую пилу. Затем, вот этот успокоитель, он регулируется. Ослабевается вот этот рычажок, винт, и вот этот сзади ослабевается, и все это дело можно опускать. Сейчас я попробую вам продемонстрировать. Вот таким образом это все опускается и просто поджимается. Ленточное полотно используем длиной 3810 мм. Сейчас на пиле установлена ширина 13 мм. Также есть в наличии 20 мм. И есть 2 полотна для пилорамы. Такие здоровые, огромные, с большими зубьями. Их я покажу попозже. Сейчас снимаю вот этот кожух. И уже посмотрим, какие там колеса используются. Также посмотрим вот этот механизм натяжения и регулировки ленточного полотна. Кожух снял, и станок без кожуха выглядит вот таким образом. Давайте начнем с колес. Все колеса в основном сделаны из фанеры. Кроме вот этого. Вот это колесо сделано из МДФ. Диаметр колеса 29 сантиметров. Ширина их 35 миллиметров. На колесах одета резина. Это камера от колес для тележек на 10 дюймов. Они хорошо, очень плотно налезли. Пока их не приклеивали, но в будущем их еще приклеим. Возможно. Это посмотрим, когда будем работать вот с этими пилами. Потому что до этого работали вообще без резины. Вот эти 2 колеса крепятся на ступицы. В принципе, ступицы это самый простой и легкий вариант, чтобы
закрепить эти колеса, нежели что-либо выдумывать здесь. Вот ступица, она крепится вот на эту пластину, а эта пластина уже приварена вот к этим трубам. На этой ступице получается здесь уже механизм. Вот этот винт отвечает за натяжение. Крутим его. И вот этот механизм весь сюда подтягивается. У нас получается 2 оборота делаем, 2 или 1,5 оборота делаем, чтобы натянуть. И на такое же количество ослабляем. Ну а вот этот винт отвечает за регулировку полотна, чтобы оно бегало ровно по всем колесам. Получается таким образом, вот этот винт закручиваем, и вот это колесо вот таким образом просто ходит. Если выкручиваем, оно в другую сторону уходит. В принципе, такой механизм достаточно простой и надежный. Рама станка выполнена из профильной трубы 100 на 100 с толщиной стенкой 4 мм. Для усиления добавлена вот такая распорка, чтобы была хорошая и надежная жесткость. Ну и в принципе этого достаточно. Из недостатков могу сказать одно, что надо было делать колеса, наверное, маленько побольше. Так как когда пилили бревна, а пилили вот этими пилами, их хватало, наверное, на 1 куб, чтобы перепилить. Но у нас не было вот этих еще резинок. Их потом уже накинули. Может быть, с этими резинками не будет таких проблем. А проблема была в том, что пила трескалась и ломалась, соответственно. Ну а так, станок очень хороший, справляется со всеми задачами. На этом видео подходит к концу. Процесс работы я обязательно засниму, выпущу коротких видео, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну а также задавайте вопросы в комментариях, если у вас возникли. А на этом все. Если вам данное видео понравилось, то ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока. Ну и напоследок давайте запустим станок.